Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю торт малиновый. Название торта говорит само за себя. В составе торта есть малиновое пюре. Малиновое пюре входит в состав крема, а также в таком уваренном до состояния джема им прослаиваются коржи торта и промазывается бисквит, который используется для украшения торта. Торт получается нежным, легким, ароматным, с легкой кислинкой, которая присуща малине. И готовится несложно. И, конечно же, если у вас нет малины, но есть клубника, вишня, черная смородина, либо какие-то другие ягоды, вы вполне их можете использовать для приготовления этого торта. В вашем случае, конечно, он уже будет не малиновый, а клубничный, смородиновый, но это тоже будет вкусно. Давайте начнем готовить. Для торта нам понадобится испечь два бисквита. Это классический бисквит и бисквит для рулетов. Каждому из этих бисквитов посвящено отдельное видео. Ссылку поставлю под этим видео, поэтому заходите, смотрите. Ну а здесь будет только рецептура, без технологии, чтобы видео было немного покороче. Итак, нам понадобится бисквит, испеченный по рецепту бисквит для рулетов. Этот бисквит я пекла на противне размером примерно 30 на 40. Ссылка на бисквит в описании под видео. Также нам понадобится 150 грамм либо очень хорошо уваренного малинового пюре, уваренного до очень густого, либо джема, повидла или густого варенья. Смазываем бисквит джемом, сворачиваем в плотный рулет и нарезаем. Лезвие ножа каждый раз протирайте, для того, чтобы срез был чистым. Этими рулетиками мы будем украшать торт. Также нам понадобится испечь классический бисквит. Это бисквит на 4 яйца, 120 грамм сахара и 120 грамм муки. Бисквит я испекла в разъемной форме для тортов диаметром 24 сантиметра. Ссылка на бисквит в описании под видео. Бисквит я испекла заранее и дала ему несколько часов выстояться. Разрезаем на 2 коржа и пока откладываем. Для пропитки коржей нам понадобится приготовить сахарный сироп. Нам понадобится 3 столовые ложки воды, 2 столовые ложки сахара. Всыпаем сахар, доводим до кипения и поварим буквально 1 минуту. Следим, чтобы сахар полностью растворился. Даем остыть, и пропитка готова. Для торта нам понадобится приготовить 200 грамм малинового пюре. Для этого нужно взять либо свежую малину, можно использовать замороженную. У меня малина из морозильной камеры. Это моя летняя заготовка. Малину я предварительно разморозила, разбила погружным блендером и протерла через сито, чтобы удалить косточки. Для крема нам понадобится 200 грамм малинового пюре, 300 мл жирных сливок для взбивания. Я обычно беру 35% сливки. На этот раз были в наличии только 33%. Они тоже подойдут. 50 грамм сахара. Сахара можно взять по вкусу, в зависимости от кислоты ягоды. 150 мл холодной кипяченой воды. 20 грамм крахмала, желательно кукурузного. Если кукурузного нет, можно взять картофельный. 7 грамм порошкового желатина и 30 грамм сахарной пудры или по вкусу. Желатин замачиваем в небольшом количестве воды, воду берем из общей нормы и оставляем набухнуть. Остальной водой разводим крахмал. В малиновое пюре добавляем сахар, вливаем крахмальный раствор. Переливаем в кастрюльку, ставим на огонь и при постоянном помешивании доводим до кипения и поварим буквально 1 минуту. Процесс варки я оставила за кадром, я думаю, здесь все и так понятно. В результате получается вот такой достаточно густой малиновый кисель. Набухший желатин аккуратно нагреваем до полного растворения. Вливаем малиновый кисель, размешиваем.
и оставляем остыть до комнатной температуры. Периодически подходим и размешиваем, чтобы сверху не образовывалась корочка. Корж пропитываем сахарным сиропом и смазываем малиновым джемом. Нам понадобится примерно 150 грамм. Еще раз повторю, что можно взять готовый джем, можно взять густое варенье, можно взять повидло. В моем случае это уваренное с сахаром малиновое пюре, уваренное до очень густого. Аккуратно промазываем и бока бисквита. Подготовленный корж кладем на сервировочную тарелку. И вот таким образом украшаем рулетиками. Устанавливаем кондитерскую форму. Для того, чтобы срез рулетиков остался чистым и торт выглядел аккуратно, я вот таким образом зафиксирую, прижму рулетики к форме. Это у меня длинные деревянные шпажки. Можно использовать зубочистки. Пропитываем второй корж. Этот корж я также смажу вареным малиновым пюре. Просто оно мне осталось, и я решила смазать. Но здесь вы можете действовать по наличию и по вашему вкусу. Когда малиновый кисель остынет до комнатной температуры, мы продолжим приготовление крема. Достаем из холодильника сливки. Напомню, что взбиваются только очень жирные и очень холодные сливки, поэтому до того момента, когда вы начнете с ними работать, они должны быть обязательно в холодильнике. Очень желательно охладить еще и емкость, в которой вы будете взбивать сливки, и лопасти венчика. При желании в сливки можно добавить сахарную пудру. Количество сахара в торте регулируйте по вашему вкусу и по тому, насколько сладкая у вас ягода. Вы можете его взять больше, можете взять меньше, можете как вариант готовить торт и вовсе без сахара. В общем, здесь все исключительно по вашему вкусу. Взбиваем сливки до устойчивого состояния. И далее быстро смешиваем взбитые сливки и малиновый кисель. Можно миксером, но коротко и быстро. Правильнее все же добавлять взбитые сливки к малиновому киселю, а не наоборот, так как я делаю на видео. Но ошибка эта небольшая, переходить в другую емкость мне не хотелось, поэтому сделала на этот раз так. В результате получается вот такой очень нежный, очень вкусный, очень легкий малиновый крем. Выкладываем крем в подготовленную форму. Выкладываем такое количество крема, чтобы верхний корж был вровень с верхним срезом рулетиков. Небольшое количество крема оставляем для верхнего коржа. Выкладываем корж. И поправляем его таким образом, чтобы он был вровень с верхним срезом рулетиков. Убираем деревянные палочки. Они нам уже не нужны. Рулетики будут удерживаться коржом. Выкладываем сверху оставшийся крем. И по периметру украшаем рулетиками. Центр торта в сезон я украшаю свежей малиной. Она очень хорошо смотрится на торте, создает такой яркий композиционный центр. Но сейчас не сезон, малины купить не удалось, поэтому я украсила тем, что было. У меня осталось немного уваренного малинового пюре. Я его разогрела, переложила в небольшой кондитерский мешок и вот таким образом распределила по центру торта. У меня осталось еще буквально 3 рулетика. Я их разрезала и разложила сверху. Получились такие небольшие кораблики. Ставим торт на несколько часов в холодильник, чтобы стабилизировался и застыл крем. Тонким ножом проходимся вдоль стенок формы. Форму снимаем. И наш торт готов. Торт получается очень нежным, легким, воздушным. Со свежей малиной в центре он смотрится просто потрясающе. Ну и с моими корабликами, на мой взгляд, он тоже милый. Итак, наш торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.